хоть бы дальше не обоссаться. Боже, как я, оказывается, боюсь камеры. Давайте закадровать сначала. Раджа Ампад – крошечный архипелаг, затерянный в просторах Тихого океана у северо-западного побережья Новой Гвинеи. Название Раджа Ампад переводится как «Четыре короля», и как у любой древней легенды, у этой тоже есть история о 4 принцах, 4 островах, 4 мирах. Мису – самый южный и труднодоступный остров. Салавати – ближе всех к материку. Батанта – небольшой и дикий. Вайгео – самый крупный пульс архипелага. Здесь живет столица региона и точка входа в эту затерянную вселенную – город Вайсай. Но сначала мы с Бали летим в город Саронг. Добро пожаловать в Саронг. Это ближайший аэропорт к архипелагу. И здесь не задерживаются, здесь пересаживаются. Наконец-то я плыву из Саронга. Следующая остановка Вайсай. На этот кораблик существует 2 вида билетов. VIP и не VIP. Я взял который подороже. Там разница $3-4. Но если это VIP, тогда ребята без VIP билетов сейчас походу на веслах. Потому что мы движемся. Ну что, по приезду на Раджа Ампад первым делом ты идешь и платишь. Раджа Ампад — это заповедник, а следовательно взимают дань в размере 300 тысяч рупий. И за поддержание морской фауны ты еще платишь 7 сотен. Но тебе дают такую классную пластиковую карточку, которая действует целый год, если вдруг я захочу сюда еще приехать. Важный момент. Эту ID-карточку могут спрашивать при посещении значимых мест архипелага. Поэтому сфотографируйте ее себе на телефон. Так что начинают, так сказать, взимать дань с самых первых секунд. Посмотрим, что будет дальше. Let's go. Остров Кри находится в 40 минутах езды от Вайсай.
что делает его удобной точкой для путешественников. Кри – это прям центр адептов подводного плавания. По всему острову расположены подобные бунгало. Каждое такое мини-поселение окружено своим уникальным рифом. Кто-то из дайверов обосновывается в одном кемпе и ежедневно исследует окрестные глубины. А есть и другие – номады подводного мира. Они кочуют от одного рифа к другому, день за днем, переезжая от рифа к рифу, чтобы не упустить ни одного уголка этого подводного рая. Остров Кри дарит ощущение полного уединения и настоящего погружения не только под воду, но и в ритм спокойной, удивительной природы архипелага. Землей здесь могут владеть только местные, поэтому никаких сетевых отелей, Макдональдсов и прочих благ цивилизации тут нет. Зато есть аутентичный опыт. Сейчас покажу. Ну что, миленько. Вот в том углу поставлю вебку, и первое время проблем с деньгами не будет. А вообще... Остров Кри – это же у нас в первую очередь снорклинг. И кто я такой, чтобы игнорировать это? Поэтому... Все, это все, на что меня хватило. А остальное завтра. Обещаю. Полтора часа пути, и мы на визитной карточке архипелага. Есть места, которые можно представить. Места, которые легко собрать в голове, как пазл, по рассказам, по фотографиям, по чужим впечатлениям. Но есть и другие. Те, к которым невозможно подготовиться. Сколько бы ты ни читал о них, сколько бы видео не пересмотрел, реальность все равно окажется сильнее. Добро пожаловать в мир, где нас нет. Это Пиенема.
И еще прекрасно, что такие виды можно получить не только с дрона. Всего 300 ступенек, и вы на смотровой площадке. Пинема не единственное необычное место в этом районе. Тут есть еще парочка островов, которые стоит посетить. Руфус – это двойная лагуна, окруженная зелеными холмами и скалами. Вода здесь настолько прозрачная, что можно видеть дно даже с высоты. Песок здесь не просто белый, он ослепительно и светится на солнце. Кажется, будто идешь по муке. О, смотрите, смотрите! Вы думаете, это бревнышко? Это бамбуковый пернамбукан. Косплеит мою бывшую. Очень опасный и агрессивный вид. Не будем его трогать. Пойдемте дальше. Классный остров. Я бы здесь, наверное, на денечек бы даже бы и остался. Но всеми домами на этом острове владеет одна семья, а значит никакой конкуренции, никакого сервиса, нет ничего, кроме похуй на тебя, похуй на все. Поэтому покупаемся и поплывем к следующим островам. Ученые называют этот регион коралловым треугольником. Здесь самое большое количество видов кораллов в мире, более 600 видов. Для сравнения, на Карибах их всего 70. Это место перекресток Тихого и Индийского океанов. Подводные течения несут сюда бесконечный поток питательных веществ, создавая идеальные условия для жизни рифов. Во всем мире рифы умирают из-за потепления океана, но Раджа-Ампат – исключение. Местные кораллы давно приспособились к природным термальным скачкам и научились выживать в экстремальных условиях. Пока другие рифы выгорают, эти лишь закаляются. В отличие от Мальдив и Таиланда, сюда не добрался массовый туризм. Нет сетевых отелей, нет полчищ отдыхающих с коктейлями в руках. Именно поэтому природа здесь остается нетронутой. Местные жители знают, их прошлое, их настоящее и будущее – это океан, и они охраняют его. Люди и природа здесь существуют в редком, но идеальном балансе. По берегам Раджа-Ампат тянутся густые мангровые леса. Они не просто украшают пейзаж, это щит, защищающий экосистему. Они очищают воду, задерживают осадок и загрязнений. Их корни – это ясли для тысячи мальков, которые позже заполняют рифы. Они предотвращают эрозию берегов, сохраняя этот островной мир. Пока мир разрушает свою природу, здесь она живет. И если ты хочешь увидеть океан таким, каким он был 1000 лет назад, Раджа-Ампат – одно из последних мест, где это возможно. Арборек. Ну вот Арборек. Кто любит дайвинг, тем, наверное, стоит посетить этот риф. А мне понравился пирс.
Очень насыщенный день. Спросите, что я тут делаю? Тут нет Wi-Fi. Мобильная связь ловит только в углах. Вот я нашел один из этих углов и пытаюсь связаться с материком. Вообще понял, что нет ничего хуже отсутствия интернета. Ну, кроме безответных нюцев, конечно. Ответил. До завтра. Daylight come, daylight go. How far will it reach? Ain't nobody knows. And when the dawn breaks, Мы плыли. cradle will fall. Потом еще плыли. Еще плыли. Down will come, baby. Джордан что-то вообще приуныл. А нет, вот теперь Джордан приуныл. Cradle and all. О, приплыли. Now I know you need the dark just as much as the sun, but you're silent on Плыли, forever говорит. Вон там они. when you ink it in blood. I used to state of the art. Ой, идите. В силу вступают технологии. Сейчас найдем прям чувство. Бинго! А вот теперь пора в воду. Из-за шума не слышно, но я тут говорю, что я безумно доволен. И вот это счастье. А тут эйфория прошла. И я пришел к мнению, что ман должно было быть больше. 100%. По крайней мере, в моих фантазиях. Ну и как бы хорошо и весело тут не было, пора двигаться дальше. Я уже пакую рюкзак и скоро отправляюсь на остров Миссол. Но все подробности вы узнаете во второй части, ведь YouTube рекомендует держать ролик в пределах 25 минутах для максимального охвата.
У вас два развития событий. Скипайте такого, как я. Рыба. Из меня агитатор такая себе штука. Я вас поздравляю, вы охуенно проведете время. Такая моя фича. Но не суть. Нетронутого очень много. У меня мурашки. Моя заветная мечта. Я нашел 2,5 человека, скорее всего, с Бали. И здесь случилась любовь. Это непередаваемое. Это стоит вообще всего на этом свете. И это очень классно. subscribe.